Блажен муж, который не стоит в собрании грешных, но в законе Бога воля его всегда. И будет он, как древо, посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и плод свой принесет. И будет он, как древо, посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и плод свой принесет. Во все, что он не делает, будет иметь успех. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. Пусть праведный Бог знает, а путь нечестивый погибнет. Но если обратятся, в вечности буду с ним. Блажен муж, который не стоит в собрании грешных, но в законе Бога воля его всегда. Блажен муж, который не стоит в собрании грешных, но в законе Бога воля его всегда. Во все, что он не делает, будет иметь успех. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. Во все, что он не делает, будет иметь успех. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. И ближнему поможет он, и Бога прославит во всем. Дорогой Небесный Отец, Господь наш и Бог, мы прославляем Твое имя. Господь, мы пришли на это место, Господь, сердцем готовым славить Тебя. Наш Бог, Господь, аминь. Ты даешь эти одежды радости, Господь. Боже Иисус, пребывать, Господь, называться и быть Твоими детьми – это привилегия, слава имени Твоему, Господь. Боже, мы превозносим Тебя, Спаситель наш Бог, аминь, потому что Ты, Господь, который сражается за нас. Ты Бог, аллилуйя, в чьих руках мы в безопасности. Ты, Господь, достойный славы, аминь. Господь, наши имена записаны в книге жизни. Нам ли не славить Тебя, Господь, слава имени Твоему. Бог Святой, я благодарю Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Господь, что можем пребывать в Твоем присутствии. Господь Иисус, и Ты, оставаясь верным, Господь, Ты приходишь, Господь Иисус. Твое Слово, Господь, оно для каждого из нас, мой Бог. Оно меняет наши жизни, Господь. Твое Слово, полное силы Духа Твоего, Господь. Боже, аллилуйя, направляет нас, Господь, по Твоему пути. И, Боже, и для нас привилегия знать не только Твою руку, Господь, как руку милующую, мой Бог, но знать Твои пути. Ты Бог, достойный хвалы, наш Царь. Будем славить Тебя, Господь, будем превозносить имя Твое, наш Господь и наш Бог. Аллилуйя. Создатель всей вселенной, всемогущий Бог, и жизнь мою другой лишь только Ты соделать смог. Я петь хочу о том, что подарил мне Ты, о той любви, что бесконечно хранит Ты. Тебе, Господь, хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня.
всемогущий Бог. Среди ночи Ты мне увидеть свет помог. С тех пор, как я узнал Твою любовь ко мне, хочу служить всем сердцем я Тебе. Тебе, Господь, хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня. Тебе, Господь, хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня. Тебе, Господь, хвалу я вознесу, перед Тобой я голову склоню. Тебе, Господь, любовь и жизнь моя, прими молитву эту от меня. Прими молитву эту от меня. Перед Тобой мы склоняем головы наши, Отец. Ты слышишь наши молитвы, Господь. И мы приходим, Господь, перед Тобою, Отец, открывая свои сердца, Господь, с благодарностью, Господь. Возносим Тебе всю хвалу и славу, Господь. Прими, Господь, прими, Боже, нашу эту благодарность, Господь, что мы, Господь, Твои, Отец. Что сегодня, Господь, Ты дал нам, Господь, Духа Святого, который, Господь, зажигает наши сердца. И мы можем быть светильниками, Господь, этому миру. И мы можем светить, Господь, в эти последние времена, Отец, и говорить о Твоей славе, Господь, о Твоей могущественной силе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нашел нас, Отец, что Ты избрал нас, Господь, и Ты поставил нас, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, что в Тебе есть силы, Господь, что Ты тот, который даешь нам силы, Ты тот, который даешь нам власть, Господь, идти, Господь, наступать, Отец, и в Тебе, Господь. И с Тобою мы, Бог, пройдем, Отец, и с Тобой мы, Бог, дойдем, Отец. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты с нами, Бог. Тебе хвала, Отец. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты наш Бог. Ты достоин всей славы, Отец. И мы, Господь, стоим перед Тобой, Отец, сегодня, воздавая Тебе всю хвалу и славу, наш Бог. Ты достоин. Тебе хвала, Господь. Благодать, Господь. Приди, Отец. Приди, Господь, наполни нас сегодня, Господь. Мы, Господь, прославляем Тебя, Господь. Ты достоин всей славы, Господь. И кто, Господь, сравнится с Тобою, наш чудный Бог? Нет подобного Тебе. Воду Ты сделал вином, кто слеп увидел Твой свет, ведь нет другого, кто как Ты. Светом рассеял Ты тьму, слабых поднял из пыли, ведь нет другого, кто как Ты. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, всех превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный Спаситель, наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог всесильный, всех превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный Спаситель, наш Бог, наш Бог. Светом рассеял Ты тьму,
слабых поднял из пыли, ведь нет другого, кто как ты. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, все превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, все превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Аллилуйя, Господь! Бог наш, мы славим имя Твое, наш Господь! В Тебе мы сильны, Господь, аминь! Ничто не может отлучить нас от Твоей любви, Господь! Бог, Ты Бог победитель, аллилуйя, Господь! В Тебе мы имеем победу, Господь! Ты Бог, снаряжающий нас для битвы! Может победить нас, когда Господь живет в нас, и если Бог за нас, никто не победит. Кто может победить нас, когда Господь живет в нас, и если Бог за нас, никто не победит. Никто не победит. Никто не победит. Никто не победит. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, всех превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, всех превосходнее в целом мире. Наш Бог целитель, чудный спаситель, наш Бог, наш Бог. Если Бог такой сильный и великий в твоей жизни, у тебя сегодня есть возможность воздать Ему славу. Этот всесильный Господь, Он своим святостью и присутствием здесь ободряет нас. Он наполняет нас Духом Святым. И благословение Его, как потоки живой воды, они растекаются каждому сердцу. И поэтому воздай Ему славу. Мы возблагодарим Его, нашего Спасителя, чудного Бога. Дух Святой. Мы поклоняемся Тебе и благословляем имя Твое святое. Мы благодарим Тебя, Господь, что небеса небес не могут вместить Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что небо престол Твой, Господь, а земля подножье ног Твоих, Отец. Слава Тебе за это, величие Твое, Господь. Это победа наша, это надежда наша, Господь. Господи, слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя, что, Господи, с престола Твоего Ты созерцаешь красоту церкви сегодня. С престола Твоего Ты обозреваешь всю землю. Ты видишь каждое сердце, Господь, и желаешь давать благословения. Мы сегодня, Господи, готовы принимать это благословение. Мы хотим слышать Твое Слово, которое живо и действенно, которое достигает нашего сердца, Господь. И Твой божественный мир распространяется приятным благоуханием во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Твое благословение, Господь, сегодня обогатит всякого человека, верующего в Тебя, Боже. Пусть оно не приносит печали, Господь, но, Господи, дарует великую радость. И мы прославим Тебя, Господь. Благослови этот вечер. Благослови, Господи, это служение. Благослови, Господи, каждого человека к слышанию Слова Твоего. Дай нам принимать, как из руки Твоей, Господь, и извлекать то полезное и необходимое в свою жизнь, чтобы оставаться Тебе верным. И, Боже, Господи, пусть имя Твое сегодня на этом месте святится. Пусть имя Твое возвеличивается. И пусть среди народа Твоего воздастся Тебе подобающая слава, хвала, честь и поклонение. Тебе мы воздаем славу, Тебе мы воздаем хвалу и поклоняемся Тебе, наш чудный Спаситель, вечный, премудрый, святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Занимайте свои места.
Привет. My name is Mike Svoboda, Меня звать Майк Свобода. and that's as much Russian as I really know. И это столько русского, сколько я знаю. But it is an honor to be here with you all. Но это привилегия быть с вами. Pastor Vasily, thank you for having me. Пастор Василий, спасибо, что позволили быть здесь. And to begin with, I also have to thank another individual, И чтобы начать, я также хочу поблагодарить еще, without whom I couldn't do any of this. без которого я бы этого не смог сделать. Pastor Vlad, Thank you very much. thank you. And could we all just thank at the beginning Pastor Vlad for interpreting? Можем спасибо сказать Владимиру за перевод. It's not easy. Это нелегкое дело. I struggled in school learning Spanish. Мне было очень трудно, когда я учился в школе, мне надо было изучать испанский язык, но мне было трудно. So to try and learn Russian for today would have been really hard. И для того, чтобы выучить русский для сегодняшнего вечера, мне было бы очень трудно. But I've been looking forward to this evening Но я очень ждал этого вечера, because actually just a couple weeks ago I was in Belarus. потому что пару недель назад я был в Белоруссии. And I understand there's a lot of individuals from Belarus Я here. знаю, что здесь много людей из Белоруссии. Whoa, like everyone. Now, you're back in Belarus again. I'm back in Я Belarus. снова в Белоруссии. Well, so while I was in Belarus, I saw a couple cities. Находясь в Беларуси, я посетил несколько городов. I just wanted to get a feel for what it's like. И я хотел ощутить, что это такое. I was in Minsk. Anyone from Minsk? Я был в Минске. Кто с Минска? Okay, all right. How about Pinsk? Пинск, Oh, someone's from Pinsk. Brest? Брест. No Brest. Okay. Нет. How about Mozir? Mozil? Well, I was seeing the country. I saw Mozil, Mogilev, Baranovichi, Могилев, Барановичи. Novopolletsk, Но Kobrin, Gronov, Vitebsk. Да. actually speak their language now. I saw a lot of Belarus. Я увидел, скажем, много Белоруссии. And I have to say, И я хочу сказать, I really enjoyed the time there. мне очень понравилось время, проведенное там. I really enjoy the people, Мне очень понравились люди. which is why I had been looking forward to this И evening. по этой причине я очень ждал этого вечера. And so the reason I was in Belarus is that I work for this ministry called Pulse. Причина, по которой я был в Беларуси, вы видите здесь, вот организация называется «Пульс». And we were invited to be a part of some activities in the country. Нас пригласили, чтобы стать частью некоторых занятий в стране там. And in case you've forgotten since you've been here in America, И если вы уже забыли, поскольку вы живете в Америке, it is the 500-year anniversary of the Bible being printed in Belarus. это уже было юбилей 500 лет с того времени, как Библии печатались в Белоруссии. So I went around to these cities speaking to university students. Я ездил по этим городам, я посещал университеты и говорил со студентами. Telling them how this significant moment in their history Я просто пытался объяснить, насколько значительный этот момент в их истории. was significant in Belarus, Он очень значительный в Белоруссии, but how this Bible that was printed, потому что эта Библия была отпечатана, if taken взята and applied, и была употреблена в жизни. could have significance and value for them. Она может иметь великое значение и ценность для них. And so that's what we're going to talk about today. И это то, о чем я хочу сегодня поговорить. How this Bible Как эта Библия, is so much more than just a book. насколько она гораздо больше, чем просто книга. It can add value Она может добавить and ценность, significance значительность to your life. в твоей жизни. And with this ministry that I work for, we go not only across the world, but across this country. С этим служением, которым я занимаюсь, мы не только всемирно ездим, но и здесь, по этой стране. This past summer, we were in Washington, D.C. Прошлым летом мы были... This summer or past This summer? past one. Past summer. A year ago. Прошлым летом они были в Вашингтон, Д.С. And here's some pictures from... What is the pictures? Yeah. There we go. Это фотографии в Вашингтон, Д.С. We saw nearly 300,000 people gather on the National Мы Mall. видели, когда почти 300 тысяч человек собралось. People who wanted to pray for this nation. Люди, которые хотели молиться за эту страну. Where should I point this?
Try at me. No response. Okay, maybe click the next slide. Следующую. Perfect. People were praying. Люди молились. And the next slide after that. Пожалуйста, следующий. We're praying, God, would you reset my life? Наша цель и молитва была: Господь, обнови нашу жизнь. Believing that what's said in this book Веря в то, что сказано в этой книге, can actually make a difference in an individual's life. оно может изменить жизнь человека. It's not just stories of what God has done in other people's lives, Это не просто истории, что Бог сделал в чужих жизнях, but this is power, но это сила, a relationship with God взаимоотношения с Богом. that can transform an individual's life Оно может изменить личную жизнь and their future, и их будущность. as well as a nation Так же само, как и целую нацию and the world. и весь мир. We believe this is the most powerful book that Мы has ever верим, been что written. это самая мощная книга, самая сильная книга во всем мире. A story that can transform every individual's life. История, которая может изменить жизнь любого человека. Because it's so much more than just a story. Но это гораздо больше, чем просто история. It's truth Это истина, and it's real. и она настоящая. And so I'm excited to be here with you guys Я сегодня today. просто восхищен, что я могу быть с вами. One thing I just want to mention, Одно, что я хочу сказать. as a ministry, we're going to have an event next summer. Как наша команда служения, мы будем иметь определенное служение следующим летом. We want to fill up the US Bank Stadium. Вы знаете, банковский стадион, US банка стадион в Миннеаполисе находится. Мы хотим заполнить его. We want to have young people bring their unchurched friends. Мы хотим, чтобы молодежь приводила своих неспасенных друзей. Well, they will hear about this gospel Они будут слышать об этом Евангелии, that has the power to transform a life. которое имеет силу изменить жизнь. Jesus' words are, I come to give life and life to the full. Слова Иисуса, они звучат так: «Я пришел дать жизнь и жизнь с избытком». So we want to rent out the US Bank И по этой Stadium. причине мы будем рентовать стадион банковский, US банка. We would love for you guys to join us in prayer for that. Мы хотели бы, чтобы вы присоединились молитвенно к нам, We would love you to bring your unchurched friends to that. чтобы вы привели друзей, которые не ходят в церкви. It's going to be super exciting. Это будет восхитительно. But this evening, Но сегодня вечером I've come to talk with you. я пришел говорить к вам. But I'd love to begin with prayer. И мое желание, я люблю начинать с молитвы. How about we just one more time pray? Можем мы еще раз помолиться? Father, Отец, I come to you this evening. я прихожу пред Тобой в этот вечер. And God, we just thank you for your presence that is here. Господь, я благодарю Тебя за Твое присутствие, We thank you for your word that is spoken, written to us. за Твое Слово, которое звучит для нас. It will not return void. Господь, оно не вернется бесполезным. And God, that is my prayer this evening. Господь, и это молитва моя сегодня. God, would you speak to us? Говори к нам. So open our ears to hear your voice. Открой наши уши слышать голос Твой. And God, may we leave this place changed, И чтобы мы оставили это место измененными, having seen you видящими and Тебя heard from you и слышащими Тебя, and walking closer with you. и двигающимися в близости с Тобою. In Jesus' name, Во имя Иисуса. amen. Аминь. Amen. Аминь. All right. Hey, as you take a seat, just do something for me. Когда вы садитесь, сделайте нечто. Quickly, just say hi to one or two people. Поздоровайтесь рядом с сидящим, одному-двоим. Let them know that you're glad you're sitting next to Просто them. скажите, насколько все-таки вы рады видеть их здесь. Guys, maybe this is your chance to go across the aisle to talk to those girls. Ребята, может, это ваша возможность поговорить с девчатами. Fantastic. Прекрасно. I titled this talk, In the Dark. Название этой беседы называется «В темноте». Now, if we notice, in America, Если вы обратили внимание, в Америке, the country we're living in now, в странах, в которой мы живем сейчас, the late 1800s, this was the very best means of transportation. в конце 1800-х годов это было самое прекрасное вид транспорта. Really, for hundreds of years, this was the best means of На transportation. протяжении столетий это был прекрасный транспорт, это был самый лучший. America as a nation went through a lot of changes. Америка как страна, она прошла через много перемен. There was the second industrial revolution. Была вторая индустриальная революция. There was the assembly line.
Возникли линии, сборочные линии. Revolutionized the world, И просто произошла революция в индустриальном мире, starting in America. начиная в Америке. There was so much progress taking place Очень большой прогресс занял место. that it's really hard to comprehend how much was happening. И вы знаете, очень трудно было понять и охватить все это происходящее. But I feel like this picture right here helps explain very well. Но я чувствую, что эта фотография, она должна помочь объяснить очень доступно. Because in the late 1800s, this was the best way you could get around town. Почему? Потому что в конце 18 столетия это был самый лучший транспорт, на котором ты мог двигаться. Until 60 years later, И 16 лет спустя we're flying around the world. мы начинаем летать уже по всему миру. 60 years. 60 лет, извиняюсь. From a horse and carriage От лошади и телеги to a Boeing 707 jet. к самолету Боингу 787. We had the Industrial Revolution, У нас произошла индустриальная революция, the Electronic Revolution, электронная революция, the Digital Revolution. цифровая революция. Thank you. Спасибо. That was my girlfriend Gina. Это моя невеста Джина. Yes. Handed me my phone. Подала мне трубку. And now today, Сегодня we have phones у нас есть телефоны at our fingertips. под нашими руками. She knew where I was going with that. Она знала, что я хочу. I forgot it on the pew. Я забыл его на сидении. But we have cell phones. У нас теперь есть телефоны мобильные. We no longer are chained to the wall with a phone. Мы больше не привязаны шнуром к стене. Young people, you don't even know what that's like. Молодежь, вы даже, наверное, не помните этого. And the only reason I know is from when I visited my grandma. И причина, по которой я это знаю, потому что когда я ездил к бабушке своей, у нее такой телефон. She had this phone that was on the wall, У нее был телефон, который на стене находился, but she had a really long cord, но у нее был очень длинный шнур. so she could talk far from the wall. Она поэтому могла далеко от стены ходить. I loved that phone. Мне нравился этот телефон. But now, technology has advanced really Но на far. сегодняшние технологии двинулись вперед. We have cell phones. У нас есть мобильные телефоны. We can talk to people across town. Мы можем говорить с людьми на другой части города, We can talk to people across the world. но мы можем также говорить с людьми, находящимися на другом конце света. But we can do a lot more. Мы можем делать гораздо больше. We can go on Snapchat, Мы можем заниматься Снапчатом, Instagram. Инстаграм. We can play Angry Birds. Мы можем играть любые игры. Very powerful. Очень сильная вещь. It's incredible. Удивительная вещь. Am I right? Молодежь, Teenagers? правильно? Yeah, да. Да? So what I want to point out is this. То, что я хочу сказать. We've always wanting more as Americans. Мы, как американцы, мы хотим большего. More stuff. Больше вещей. Bigger. Bigger Больше в stuff. размерах. Better stuff. Лучше. Faster stuff. Быстрее. Shinier stuff. Блестяще, чтобы было. But when is enough? Но когда будет достаточно? Really enough? Чтобы было достаточно. A bigger house? Большой дом, A faster car? быстрая машина, A better job? лучшая работа, A prettier girlfriend? девушка, которая красивее, чем другие. Now, my girlfriend Gina is Italian. Моя подруга, она итальянского происхождения. She's not Slavic. Она не славянка. I don't blame her though. И я даже на нее не валю I'm это. saying it's good enough. Для меня это прекрасно. But when is good enough really enough? Но когда достаточно будет для тебя достаточным? There's these problems Вы понимаете, есть проблемы, because we compare ourselves to others. потому что мы сравниваем себя с другими. And we look at what the world tells us. Мы смотрим на то, что мир говорит нам. And we look at our own desire. Мы смотрим на наши желания. And there's this problem. Это проблема. Nothing really seems to be enough. По какой-то причине все, мы находимся в недостатке. There was a celebrity recently in the news. По новостям была одна знаменитость. Now celebrities, they have everything. Знаменитости — это те, которые имеют все. Money, Деньги, popularity, популярность,
the ultimate career, good career. Карьера их мечты. And this individual, his name is Chris Cornell. И этот индивидуал, его звать Крис Корнелл, He's a popular musician очень знатный музыкант. of the band Soundgarden, a famous band. Это очень знаменитая группа. And just this past week, И на прошлой неделе, even though he had all of these things, даже то, что он имел все это, he committed suicide. он покончил жизнь самоубийством. It appears as though all of these things Оказывается, все то, что он имел, really weren't enough. это было недостаточно. So what's enough? Вопрос теперь, а когда же будет достаточно? What will really fulfill? Что тебя наполнит, что тебя удовлетворит? What will satisfy? Что принесет удовлетворение тебе? I believe the only thing that can really fulfill, Я верю, что одна вещь, которая может удовлетворить, the only thing that can really satisfy принести полное удовлетворение тебе, is Jesus. это Иисус. It's what we're told in this book. И это то, о чем нам написано в этой книге. He came down to this world, Он пришел в этот мир, the Son of God. Сын Божий. And he came to live amongst us in our life. Он пришел, чтобы жить среди нас и жить нашей жизнью. And he understands our desires. И Он понимает наши желания. He understands our struggles. Он понимает наши трудности. He understands our pain. Он понимает наши боли. But he doesn't want to leave us like that. Но Он не хочет, чтобы ты оставался. What I таким love же. about the Christian message is this. Христианское слово такое. It's not just about a God who understands. Оно не просто о том Боге, который понимает. You can understand anyone. Знаете, вы можете понять кого угодно. If Pastor Vladi had a headache, Если у Владимира головная боль, and I was like, Pastor Vladi, you have a headache. я понимаю, Владимир, у тебя головная боль, And I've never had a headache. а у меня никогда ее не And I'm like, было. Pastor Vladi, I want to understand. Я бы сказал, я очень хочу понять, Would it help Pastor Vladi поможет ли это мне. if I walked up to this podium Если бы я подошел к этой подставке and slammed my head down и просто ударился головой об нее, until my head hurt? чтобы моя голова заболела, Would that help? помогло бы это мне? Нет. Нет, Which means, нет. yeah. The only way that his pain could be helped Один путь, который можно помочь его боли, is not if only I understand, не только что я понимаю это, but if I do something но about it. если я сделаю нечто для этого. And we're told in this book И в Слове Божьем для нас написано, that God did something about что it. Бог сделал нечто. He did something for Vladdy and myself, Он сделал для Владимира, для меня and he did something for you. и для тебя также. And that's what I want to talk about И today. это то, о чем я хочу поговорить. We can find the answer. Мы можем найти ответ. There is something that is enough. Вы знаете, есть нечто, что будет удовлетворением для тебя. And I love this. In the Bible, we see these examples. В Библии мы видим примеры. Because it's in the darkness of life that we're Yes. looking for the answer. Если мы смотрим во тьме, мы ищем ответ. And we have Psalm 119. You read that. В Псалме написано: «Слово Твое — светильник для ноге моей и свет для пути моего». In Psalm 36:9. Псалом 36:9. Did you read it? «В Тебе источник жизни, в Твоем свете есть, я вижу свет». This is David telling the people of Israel, Это Давид, говорящий к народу израильскому: in the darkness of your life, во тьме твоей жизни there's hope. есть надежда. Because God wants to shine light in your Почему? life. Потому что Бог хочет просиять светом в твою тьму. But it's not just some metaphorical thing to present to people. Вы понимаете, это не просто какая-то метафора, прозвучавшая для вас. Because we're told in the Bible Потому что нам сказано в Библии: that light came into the world. свет пришел в мир. John, he wrote this. Иоанн написал такое:
in the words of Jesus, в словах Иисуса. an individual who walked and talked with Jesus. И тот человек, который ходил и разговаривал с Иисусом, он написано так: «Я есть свет миру. Если вы последуете за мной, вы не будете ходить во тьме, потому что вы будете ходить во свете жизни». Во свете, ведущем в жизнь. John is trying to tell people, И Иоанн пытается объяснить людям: light has come into the world. свет пришел в этот мир. It's not some metaphor. И это не просто какая-то метафора. It's Jesus. Это Иисус. When he walked with Jesus, Когда он ходил с Иисусом, there was just something about him. было нечто такое. It was as if he saw clearly. Это было такое ощущение, что он чисто видел, ясно видел. In the people who walked and talked with Вы Jesus, понимаете, люди, которые ходили и разговаривали с Иисусом, they wrote down these stories to tell other individuals, Иоанн просто взял и записал все эти истории. trying to say, you gotta understand, Другими словами сказать, вам надо понять это. in the darkness, Во тьме you can see. вы можете видеть. The light has come, Свет пришел, and it's Jesus. и это Иисус. And I want to tell you about one individual. Я хочу вам сказать об одной личности. The rest of tonight, we're going to focus on this one individual. И весь вечер мы сфокусируемся на этой личности. There's an individual by the name of Saul. Был такой человек, которого звали Саул, And, Павел. and many of you would know the story. Many of you might know the story. Многие из вас, наверное, знаете историю. Saul was a very religious individual. Saul as a Paul or Saul King? Before Saul to Paul. Saul was very religious. Саул, который был религиозным человеком. But he had this moment Но у него был особый момент, where he was riding on a horse когда он ехал на лошади, and he saw a blinding light. и он увидел ослепляющий свет. He was knocked off of the horse Он упал с лошади, and he was blind. и он ослеп. What he saw was Jesus. А то, что он увидел Иисуса. And from that moment on, И с того момента his life was forever changed. его жизнь изменилась навсегда. Because when he saw that light, Потому что когда он увидел тот свет, all of a sudden, everything changed. все изменилось в его жизни. All the things that he thought were important, Все вещи, которые он думал, что они настолько важны, he realized they're not important он anymore. понял, что они больше не важны. All the people he was trying to impress, Люди, которых он пытался восхитить чем-то, he realized he didn't need to impress them anymore. он понял, что он не удивлял их больше. All the things that he prioritized in life, И все вещи, которые были приоритетами в его жизни, he no longer saw them as a priority. он больше не видел их приоритетами. And in fact, И более того, everything was different. все изменилось. Those people now were trying to kill him. Эти люди, теперь они хотят убить его. The life he was trying to build, Жизнь, которую он пытался it wasn't построить, even possible. она была даже невозможна. And in his own words, 2 Corinthians, 2 Коринфянам его слова, he talked about, he said these words. он сказал вот эти слова. «Трижды я был избиваемый, бит палками, один раз избиваемый камнями, трижды находился в кораблекрушениях, провел день и ночь в открытом море. Я находился в постоянном движении, я находился в трудностях, находился в реках, в опасности от бандитов и в опасности от друзей евреев, так же само в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасности в стране, в опасности на море, в опасности от лжебратья». Спасибо. Spasiba. So he changed the direction of his life. Все это изменило направление его жизни. And there was a very large cost with that choice. И с этим была очень большая цена, которую надо было заплатить. And I believe that many of us, we have changed the direction of our life. И я верю, что многие из вас тоже изменили направление своей жизни. And there's a very large cost that goes along with И that. я вам скажу, что за это надо платить серьезную цену. I see a young man in the front row, he broke his arm. И молодой паренек сидит с поломанной рукой. Was that because you were a follower of Jesus? Yeah? No? Это за No. то, что ты сходился с... No, Нет, no. не за Иисусом. The truth is, we don't
pay the price like Paul paid. Вы понимаете, мы еще не платили цены, которую заплатил Павел. Many people aren't trying to kill us Нету тех многих людей, которые пытаются убить нас, because we're Christians. потому что мы христиане. But the truth is, each and every one of us, Но истина в том, что каждый из нас, we make a choice. мы делаем выборы. We make the choice to show up on Sunday morning. Мы делаем выбор, чтобы прийти сюда в воскресенье утром. We make the choice to, throughout the week, live different than the На world. протяжении недели мы делаем выбор, чтобы жить жизнью, отличающейся от этого мира. And very much like Paul, И так же, как Павел, there's a price, есть цена. there's a cost. Цена. And sometimes we would think, if I move in this direction, Иногда мы думаем, если я пойду в этом направлении, if I follow Jesus, если я пойду за Иисусом, shouldn't everything just be smooth? не должно ли быть все прекрасно, гладко? Shouldn't that make life better? Не должно ли это сделать жизнь лучше? But when you look at the life of Paul, Но когда вы посмотрите на жизнь Павла, this doesn't look like life was getting better. оно не выглядит, что жизнь его стала лучше. It looked like it was worse. Мне кажется, что жизнь его ухудшилась. He continued on telling these people in Corinthia, Он, продолжая, говорит коринфянам, I've labored and toiled. я трудился и работал, I've gone without sleep. Приходилось не спать. He says, I've known hunger and thirst. Я познал голод и жажду, And I've often gone without food. и очень часто приходилось оставаться без еды. I've been cold and naked. Мне было и холодно, и оставался без одежды. This doesn't seem pleasant. Для меня это не выглядит приятным. This doesn't seem nice. Оно не выглядит таким хорошим. But Paul found it worth doing. Но Павел нашел то, что стоит это делать. Because he found the answer. Он нашел ответ. This answer to the question that he never could answer. Ответ на вопрос, на который он никогда не мог бы ответить. What is enough? Что же такое значит достаток? That's Jesus. Это Иисус. But I want to look right now at a moment that was the darkest moment, I would say. Но я хочу посмотреть на момент, который был самым темным моментом. Because if Paul could make it through that, Если Павел мог пройти через это, I believe that you and I, when we face tough moments, я верю, что тебе и мне придется встретиться с трудными we моментами, can learn from Paul. но мы можем научиться от Павла, It can help us through those moments. и это может помочь нам через эти моменты. And this example is at the end of really Paul's life. И это примеры, я скажу, особенно в конце жизни Павла. He had been through many tough times. Он прошел через много трудностей. As we see here, he's been shipwrecked, he's been beaten. Как мы видим, что его избивали, он находился в кораблекрушении. Terrible things. Ужасные вещи. But nearing the end of his life, Но приближаясь к концу жизни, he's on his way to Rome. он находится на пути в Рим. In the end of the book of Acts, В конце книги «Деяний апостолов» we see something happen. мы видим, что происходит нечто. Beginning in chapter 27, 27 глава. we see that there's this large storm, Мы видим, происходит большой шторм. and the ship is getting tossed and turned. И этот корабль его кидает, его бьет. The sailors are becoming afraid, Моряки, они уже в страхе. and they begin to throw off all of the gear and the food, Они начинают выкидывать с корабля все, что есть, и продукты, и провизию, которую везли, trying to lighten the ship. чтобы просто-напросто облегчить корабль. And the ship ends up crashing on this island called Malta. И этот корабль, он терпит кораблекрушение на острове, называемом Do Мальта. we have a picture of where Malta is? У нас есть фотография Мальты. That is where Malta is Это located. где вы видите этот значок, это там, где Мальта Kind of gives находится. you an idea on the map. Это приблизительно, чтобы вы могли понять на карте. But for those of you who can't really tell exactly where it is, can we show the next picture? Пожалуйста, давайте посмотрим следующую That's фотографию. a picture of the Mediterranean. Gives a little clear. Это фотография Медитеранского моря. Malta is right off the lower coast of Italy. Мальта, она находится под Италией. That's a little bit more clear picture. Это так, чтобы более прояснить. So Paul, he's on his way to Rome. Павел находится на пути в Рим. He's so close. Он уже так близок,
This is the pinnacle of his career. Это вершина, конец его карьеры. And this storm comes. И тут шторм приходит. And it changes and throws off everything. Меняет все, разрушает все. The boat gets crashed amongst the rocks. И этот корабль, он разбивается о камни. He's on he lands on this island. Они спасаются на этом острове. He's cold from the water. Он замерзший от воды. He starts looking around for sticks to pick up. Он начинает искать ветки, чтобы пособрать, To build a fire. чтобы сделать огонь. And a snake comes and bites his hand. И змея виснет на его руке. Like, could it get any worse? Может ли еще хуже быть что-то? He's a prisoner. Он тюремщик. And he's like shipwrecked and a snake bites him. Он потерпел кораблекрушение, и тут еще и змея укусила. Can you imagine being Paul? Можете, представьте себе, All вы of на these месте bad things Павла. happening. Все это происходит с вами. I think it's a good example to look at. Я думаю, что это прекрасный пример, на что мы должны посмотреть. How did Paul make it through that? Как Павел прошел через это? In this dark moment, В это темное время, how can you make it through как вы можете пройти через your такие dark моменты? moments? Через ваши моменты тьмы. There's three things I believe we can look at and find. 3 вещи, которые я думаю, я верю, что вы можете найти. The first one is look back. Первое, посмотреть назад. Look back at what God has told you. Посмотреть назад на то, что Господь сказал вам. I love this quote Мне нравится это выражение. I heard one time. Я услышал однажды. Don't forget in the dark. Don't forget the dark. Do not forget in the dark Не забывайтесь, когда вы в темноте. what you've seen in the light. Не забывайте, когда вы находитесь в темноте, что вы видели во свете. So Paul, he had heard from God. Павел, он слышал от Господа, In Acts 9, 9 главе Деяний апостолов. God told, I will show you how much you must suffer. Бог сказал, я покажу тебе, сколько тебе надлежит пострадать. In that moment when he encountered Jesus И в тот момент, когда он встретился с Иисусом, and he saw the light, он увидел свет. God revealed to him, Бог открыл ему, I've got a plan for you. у меня есть план для тебя. It's not going to be easy. И он не будет легким. It may be hard. Возможно, он будет тяжелым. You'll have to suffer along the way. Тебе придется много пострадать. So in the midst of his pain, Находясь среди вот этой боли, I believe Paul looked back on that moment. я думаю, что Павел смотрел на тот момент, He wasn't surprised. и он не удивлялся. Because I feel like when I'm in pain, Мне кажется, когда я нахожусь в боли, I oftentimes think, God, where are you? я очень часто думаю, Господи, где же ты? I pray. Я молюсь. I'm like, God, why hasn't anything changed? Господь, почему ничего не меняется? But God, he's spoken to us as well. Но Бог проговорил и к нам же. Jesus said these words Иисус сказал эти слова. in John 16. Иоанна 16. He said this. Он сказал следующее. I've told you all these that you may have peace. Я сказал это, чтобы вы имели мир. Here on earth, you will have many Здесь trials в мире у вас будет много страданий, and sorrow. трудностей. But take heart. Но не унывайте. I have overcome the world. Я победил мир. Jesus has said, I want to tell you. Иисус говорит, я хочу вам сказать. Just because you encounter me does not mean everything will be perfect. Потому что ты встретился со мной, это не говорит о том, что все изменится, будет прекрасно. But you've got me Но у вас есть я, to walk through every hard time. чтобы пройти через эти трудности. And we can't forget that. И нам нельзя забывать, When you're going through a hard time, когда ты проходишь через трудности. just know that God He hasn't forgotten you. Помни о том, что Бог о тебе не забыл. He knows where you're at. Он знает, где ты находишься. He knows what you're going through. Он знает, через что ты проходишь. This isn't a surprise to God, Это не какой-то сюрприз для Бога, even if it's a surprise to you. хотя, возможно, для тебя это было сюрпризом. But there's a second thing I believe that Paul did. Вторую вещь, я верю, что Павел сделал так же. I believe that he held on to what he heard from God. Я думаю, что он просто сохранил, он держался за то слово, которое он слышал от Бога. He looked back, Он смотрел назад, but he held on to но what he он heard. также держался за это слово. And we see this. И мы видим следующее. Acts 23. Деяние 23 глава. He said, God told Paul, Бог сказал Павлу, you must also preach the good news ты также должен проповедовать Евангелие in Rome. в Риме.
And so in the midst of all of the difficulty, И находясь среди вот этих трудностей, I believe that Paul believed God. я верю, что Павел доверял Богу. He believed this was not going to be the end. Он знал, что это не будет его концом, He would have to go to Rome. но он должен будет прийти в Рим. He was going to go to Rome Он попадет туда because God said so. по той причине, что Бог так сказал. Let me ask you, Позвольте вам задать вопрос. have you ever heard God tell you something? Вы слышали когда-нибудь Бога, когда Он говорил к вам? Have you ever just sensed that God was speaking to you, Ощутили вы когда-нибудь, что Бог говорил к тебе, wanting something for you? желая нечто для тебя? I believe we need to hold on to those moments. Я верю, что вам надо взяться и держаться за эти In моменты. the midst of all of the darkness, Среди всей этой тьмы, in all of the confusion, среди всей этой конфузии, even when you don't know what to think, и даже тогда, когда ты не знаешь, о чем думать, even if your feelings are confusing, даже твои ощущения, они не собраны. we need to hold on to what God has said, Тебе надо держаться за то, что сказал Бог. because God never goes back on his promises. Почему? Потому что если Бог сказал слово, Он от него не And отворачивается. we can hold on to what he says. Мы можем держаться за это. The third thing, Третье. I believe Paul continued to search. Я верю, что Павел продолжал искать. He looked back on what God had told him. Он смотрел назад, на что Бог сказал ему. He held on to what he heard, Он держался за то, что он услышал. but in the midst of the storm, Но среди этого шторма, in the midst of all of the problems, среди всех этих проблем, I believe he continued to search. я верю, что он продолжал свой поиск. God, where are you right now? Господь, где ты сейчас? And I believe this. Я верю в это. God cares more that you know him Бог заботится гораздо больше, чем ты думаешь о нем, than that you feel him. чем ты или чем ты чувствуешь. So in the midst of all of his confusion, Среди всего вот этой потерянности. if I was Paul, Если я был бы Павлом, I would have been saying, God, я бы сказал: Бог, what is going on? что же происходит? It doesn't feel like you know anything that's happening to Я me. чувствую, что ты ничего не знаешь о моей ситуации. But God cares that we know him more than we feel him. Бог, мы знаем, что Бог знает о нас гораздо больше и заботится о нас больше, чем мы чувствуем сами. And Paul was just like any of us. И Павел был, он такой же, как и мы. 2 Corinthians continued on. 2 Коринфянам продолжает. He said, who is weak? Он говорит: кто слаб, кто немощен? And don't I feel weak? И думаете, я не чувствую немощи? Who's led into sin? Who else gets tempted? Кто попадает в искушение? Don't I also get tempted? Вы думаете, что я не попадаю в искушение? Like Paul is just a normal guy, Павел был просто нормальным человеком, like you and like me. таким, как вы и я. But I think we look at an individual like Paul Но если мы посмотрим на такого человека, как Павел, and we think, oh, he's in the Bible. и мы понимаем, он же в Библии, He was just so special. он был особый, He was different. он был другим. But Paul is telling us, Но Павел, он говорит нам: no, I have weaknesses too. я имею слабости тоже. I just got bit by a snake Меня только что змея укусила, trying to warm myself up. тогда, когда я пытался согреть себя. I just got shipwrecked. Я попал в кораблекрушение, I was on a ship. я находился на I корабле, was about to go down. которое тонуло. I was afraid too. Я тоже боялся, But he did something in that moment но он что-то делал в такие моменты. that I believe every single one of us needs to do. И я верю, что каждый из нас In the должен это midst of делать. your pain, Среди твоей боли, in the middle of your problems, находясь среди твоей проблемы, we need to search for the answer. тебе необходимо искать ответ. I believe Jesus is the answer. И я верю, что Иисус является тем ответом. He can be the answer for your problem. Он может быть ответом для твоей Or проблемы. another way of looking at it, Или с другой точки зрения посмотреть, he could be a problem for your problem. он может быть проблема для твоей проблемы. So Paul, he's in the midst of this darkness. Павел находится среди этой тьмы. The storm is brewing, Шторм бушует. and there's these professional sailors. И здесь вот профессионалы, моряки. He's a prisoner on this boat. Павел, он тюремщик, он тюремщик на There's корабле. professional soldiers Там профессионалы, солдаты, воины, guarding the prisoners. которые охраняли тюремщиков. And so there's prisoners also on the boat.
there are also prisoners on the И boat, также были тюремщики еще на корабле. which means there's some really bad dudes on the boat, Это говорит о том, что были очень плохие люди на том which is корабле. why they're in prison. И по этой причине они оказались в тюрьме. And then there's Paul, И Павел там же, this Christian, христианин. this follower of Вы Jesus. понимаете, тот человек, который просто следует за Богом, за Иисусом. Can you imagine this? Вы можете себе представить картину? And everyone is afraid, Если все в страхе, but Paul, но Павел, he's doing something different. он делает нечто особое. I believe Paul was searching for God. Я верю, что Павел искал Бога. Because Paul didn't follow his feelings. Потому что Павел, он не был движим своими ощущениями, He followed his conviction. но он следовал за своей верой. He let what he knew follow how he acted. Он позволял тому, что он знает, на этом основании он позволял себе действовать. How many of us we just follow our feelings? Как многие из нас двигаются нашими ощущениями. Feels right, Я чувствую это правильно. or I just don't know what to feel. Я не знаю вообще, что здесь думать. It's really confusing. Не могу понять. Paul followed what he knew. Но Павел следовал за тем, что он знал. Paul knew in the darkness, Он знал темноту, God hadn't forgotten him. и он знал, что Бог не забыл его. So in the middle of the storm, И среди этого шторма he began to search for God. он начинает искать Бога. And then this happens. И вот что происходит. We see he tells these soldiers, sailors, and prisoners. Он говорит этим солдатам, тюремщикам и морякам. He says, take courage. Он говорит, вдохновитесь. None of you are gonna die. Никто из вас не умрет. He says, don't be afraid. Он говорит, не бойтесь. I had heard from God, Я услышал Господа. the God whom I serve. Бог, которому я служу, He sent an angel to speak to me. Он послал ангела, чтобы проговорил со мной. And he said this, Он сказал следующее. don't be afraid. Не бойся. Paul, Павел, you will surely stand trial before Caesar. ты будешь находиться перед Цезарем. And even more, И более, God in his goodness Бог в своей милости, has granted safety to everyone on this boat. Он дал безопасность всем находящимся с тобой. Imagine this. Представьте себе, Paul, Павел, the Christian, христианин, tells these hardened sailors, soldiers, and criminals, он говорит к этим очерствевшим морякам, тюремщикам и солдатам, stop being afraid. перестаньте бояться. You're being a wimp. Вы просто слабаки. Be a man. Станьте We're мужиками. gonna be okay. Все будет хорошо. I love this Мне это нравится. because it's a challenge to me. Вы знаете, это вызов для меня. Because when we began to look for God in the middle of our problems, Почему? Потому что когда мы начинаем искать Бога среди нашей проблемы, all of a sudden it changes the way we act. и все сразу же меняется даже то, как мы If you действуем. could hear from God in the middle of your problems, Если ты можешь услышать Бога среди твоей проблемы, how much differently would you respond? как ты поступишь по-другому к этой проблеме? Well, the story continues. История продолжается. The boat crashes amongst the rocks. Корабль терпит кораблекрушение, попавший на камни. Everyone miraculously is saved. Каким-то чудом все спасаются. They land on the shore, Они на берегу. and then we know Paul looks for some sticks to start Мы a знаем, fire. что Павел пошел пособирать хворост, чтобы погреться. He bends down to pick him up, Он наклоняется взять, and a snake bites his hand. и змея кусает его. And Paul's reaction, Реакция Павла. now he's heard from God. Он слышал от Господа. Everything's different. Все это изменило теперь. For me, I would have freaked out. Для меня, я бы перепугался, я пришел бы в ужас. Paul Павел, shakes it off. он стряхнул ее. Shakes it off his hand. Он просто стряхнул с руки своей. All the islanders are looking at Paul. И все местные жители этого острова, глядя на They're Павла, thinking to themselves, они думают, oh, this is going to be good. это будет что-то интересное. This guy's going to start swelling up here soon. Этот человек скоро начнет опухать. Soon his face is going to be this big. Наверное, его лицо станет таким большим. Then he's going to be on the ground. Потом он упадет. And then they probably didn't want to describe anymore after that. Наверное, больше не стоит описывать, что могло бы And neither быть. do I. И я не хочу продолжать. But it would end in death, Но, другими словами, он будет трупом. very violently. Очень нехорошим. Now, I learned something about these snakes in Malta. Я узнал нечто об этих змеях, которые находятся в Мальте. The snake was poisonous. There was this poisonous snake. Это ядовитая змея.
if you were to pull the snake off, Если бы ты просто стянул змею, it would release venom. она в этот момент, когда ты тянешь, она выпускает яд. But there's this one specific snake in Malta. Но есть одна особая змея в Мальте. If you just were to shake it off, Если ты ее просто стряхнешь, the venom would not be released. яд не выпускается. Think about how we respond to our problems. Задумайтесь над тем, как мы реагируем на наши проблемы. How many of us wrestle with our problems? Как много из нас мы просто боремся с нашими We проблемами. wrestle all wrong. И мы делаем это все неправильно. We don't trust God in the midst of our problems. Мы не доверяем Богу, когда мы находимся среди этих проблем. We don't turn to Him for His peace Мы не обращаемся к Нему за Его миром or His comfort. или за успокоением. But Paul had already done that. Но Павел уже все это сделал. And when the snake bit his hand, И когда змея укусила его за руку, he just shook it off. он просто стряхнул. He was like, this isn't going to be a problem. Он говорит, это даже не будет проблемой. I know my God loves me. Я знаю, мой Бог любит меня. In the midst of this tough moment, Даже в этот тяжелый момент this isn't surprising God, оно не удивило Бога ничем. even though it's really surprising me. Возможно, оно меня напугало, удивило. And as all of these islanders are watching, И когда эти местные люди смотрят на него, they're waiting for him to swell up and die. они ожидают, когда он опухнет и умрет. They realize nothing's happening. Они начинают видеть, что ничего не происходит. So they began to think to themselves, Они начинают думать, this guy must be a god. этот человек, наверное, Бог. They begin to worship him. Они начинают поклоняться ему. Paul says, no, Павел говорит, нет, Нет is right. I'm not a god. я не являюсь I'm Богом. just a man. Я просто человек. And then they begin to think, maybe he can heal us. Они начали думать, может, этот человек может помочь The исцелить нас. governor of the island Правитель острова. invites him over Он приглашает его к to heal себе, his father. чтобы молиться за отца. And then all these sick people come И все эти больные люди and they собираются. get healed. И они получают And исцеление. then he's quickly sent to Rome. И после этого его отправляют в Рим. Right? Правильно? Нет. Нет. Many of that did happen. Многое из этого произошло, But there's something that happened in between. но что-то произошло еще среди всего этого. After he was shipwrecked, he did pick up the sticks. После того, как он попал в кораблекрушение, он поднял ветки, And he did shake off the и он snake. стряхнул змею в огонь. But after that, А после этого he was still a prisoner of Rome. он также оставался тюремщиком. And he had to be taken as a prisoner somewhere. И его так же, как тюремщика, должны были вести дальше. So I recently was in Malta, actually. Я не так давно находился в Мальте. Do we have a picture of that? This is the island of Malta. Это остров Мальта. And if you look at that arrow, Если вы посмотрите на эту стрелку, no, backwards. If you look at that arrow, если вы посмотрите, this is where Paul shipwrecked. это вот это место, где вы видите зеленую точку, где он потерпел кораблекрушение. Today it's called St. Paul's Bay. И на сегодняшний день называется заливом Святого Павла. As Paul was shipwrecked on that bay, Когда Павел потерпел кораблекрушение на этом he picked острове, up the sticks. он взял ветки. And do we have another picture right next to it? Следующая фотография. This is what it looks like today. И это как это место выглядит сейчас. But there were not these canopies and huts and Но когда Павел был там, не было этих зонтов, сидячих мест, этого всего не there было. were no waiters asking what Paul wanted for a Там drink. не было обслуживающего персонала, которые спросили, какого вина вам налить. Paul had to take care of himself. Павел должен был позаботиться о себе сам. So he went to look for the sticks. И поэтому он начал подбирать хворост. And as he reached for the stick, he got bit by the И snake. когда он взялся за хворост, его укусила змея. And after he got bit by the snake, he was brought to a cave. После того, как его укусила змея, его привели в пещеру. There was no prison on the island, Тюрьмы не было на острове. so he's brought to a cave. Его привели в пещеру. Do we have a picture of that cave? Следующая фотография. This is what that cave looks like. Это пещера, как она выглядела. Hard ground. Просто камень. Doesn't look very inviting.
Она не выглядела такой, что приглашает тебя так очень уютно и хорошо там. I actually went to that cave. Я находился в этом And I в этой tried пещере. out the ground. Do we have a picture of that? Я попробовал эту землю, я лег. Yeah, I thought that might have been the most comfortable spot in the cave. Я думал, что это, наверное, было самое удобное место, где можно было отдохнуть. So I wanted to imagine, what would it feel like to take a nap right here? И я подумал, почему бы не попробовать подремать. I can't imagine Paul being very comfortable from what I И я не experienced. думаю, что Павлу было очень комфортно там. But I began to think while I was in that cave. Но я задумался, когда я The находился там. timeline of everything. The timeline. Время, которое происходило там. He's been shipwrecked. Он находился в He's кораблекрушении, bitten by a snake. укушен змеей. He's taken to this cave. Его привели в эту пещеру. If I were Paul, I'd be wondering, God, what is going on? Если бы я был Павлом, я бы сказал: Господь, что же происходит? Like, I know I'm supposed to go to Rome, Я понимаю, я должен пойти в Рим, but why am I on this island? но что я делаю на этом острове? Why all of these problems? Почему все эти проблемы? Why do I have to be so uncomfortable? Почему мне должно быть так неудобно? But while I was on that island, I found an answer. Когда я находился на том острове, я An нашел answer I ответ. believe Paul also came to realize. И я думаю, что Павел пришел к такому же ответу. Something in the middle of his time in this cave he wouldn't have realized. Находясь в это время в этой пещере, он, возможно, бы не понял. See, he was shipwrecked in the bay, Понимаете, опять-таки, он потерпел кораблекрушение. brought to that cave. Его привели в эту пещеру. And after that, И после этого he was invited to the governor's mansion. его пригласили к правителю острова. And the governor's mansion И во дворце этого острова was right across the valley from this cave. его дворец находился через долину от этой пещеры. And I like to ask this question. Я хочу задать такой вопрос. What if Paul was shipwrecked on the other end of the island? Если бы Павел потерпел крушение на другом конце острова, What if maybe he never was brought to the cave? а что если его никогда не привели бы в эту пещеру? Would he have been brought to the governor's mansion? Привели бы его когда-нибудь во дворец к правителю? Would the soldiers have wanted to carry him all the way along? Захотели бы солдаты совершить путь до конца, довести его до конца? Would the governor have brought his sick father to Paul? Привел бы правитель своего больного отца к Павлу? We can't know the answer to those questions, Мы не можем знать этих ответов. but here's what we do know. Но вот что мы знаем. Paul shipwrecked in that bay. Павел потерпел кораблекрушение именно на том месте. He was brought to this one cave, Он был приведен в эту пещеру, which would almost be like he was brought across the street from the governor's Другими mansion. словами, это просто привели его в место, находящееся через улицу, через дорогу от этого здания правителя острова. And he was then actually brought to the governor. И после этого его привели к правителю. He healed the governor's father. Он исцелил его отца. All of the people of the island who were sick came to that Все mansion, люди, которые были больны на этом острове, они приходили к нему, and they were healed. и они получили исцеление. And the island of Malta На острове Мальта became the first nation in the Western Hemisphere остров Мальта стал первым в западной гемосфере, Western world, в западном мире, to become a Christian nation. стать христианским миром. And today it is still a Christian nation. И до сих пор они сегодня это In the христианская midst of нация. all of these dark moments, Из-за всех этих темных моментов, where Paul would have been wondering, what is going on? когда Павел мог бы думать, что происходит, He was on a direct route, он находился на прямом пути, the fastest way possible, самый быстрый путь, to make the most impact I believe he made in his whole time, чтобы сделать самое большее влияние во всей своей жизни, я думаю, reaching out to other people, касаясь других людей. all in the way he never could have planned. Путь, который он никогда бы не мог придумать себе сам. In the midst of your problems, Среди твоей проблемы, in the midst of all the things going on in your life, среди вещей, которые происходят в твоей жизни, do you believe that God cares about you? веришь ли ты, что Бог заботится о тебе? Do you believe that God sees what you're going through? Веришь ли ты, что Бог видит, через что ты проходишь? Well, I believe that. А я верю в это.
And I know Paul, if he were here today, he would be saying the same thing. И я думаю, если бы Павел стоял здесь, он бы говорил вам то же самое. But Paul isn't here today, Но Павла нету сегодня здесь. but he left us what he wanted to tell us. Но нам осталось слово, то, что он хотел бы нам сказать. He told other people about this God who cares about us. Он поделился с другими людьми о том Боге, который заботится о нас. Philippians 4:19. Филиппийцам 4:19. He said, and this same God who takes care of me. И он говорит, и тот же Бог, который заботится обо мне. Do you have needs? У вас есть проблемы? Do you have problems? У вас есть трудности? He wants to take care of your needs Он too. хочет позаботиться о твоих нуждах также. And he will supply all of your needs И он обеспечит from his glorious riches, из изобилия его славную благодать, which have been given to us in Jesus. которая дана нам в Иисусе. The light has come into the world. Свет пришел в мир. Are you living in darkness? Ты живешь во тьме? Do you not know how to go about your life? Ты не знаешь, что делать с твоей жизнью? Are things unclear and uncertain? Возможно, в твоей жизни нету Well, there is ясности. hope. Но для тебя есть надежда. It's Jesus. Иисус. Are you confused? Ты не понимаешь, что происходит? I love these words of Jesus. Мне нравятся эти слова. He said, are you tired? Когда Христос сказал, Are you worn out? ты устал, ты замучен, Hey, has going to church burnt you out? идти в церковь тебе это бремя Hey, стало? come to me. Он говорит, приди ко мне. Just get away with me. Пошли со мной, пошли со мной. Walk with me. Просто пройдись со мной. Talk with me. Поговори со мной. I'm going to show you how to take a real rest. Я хочу, чтобы ты научился отдыхать. I'm not going to put anything heavy on you. Я не возложу на тебя ничего тяжелого, It's going to actually fit. но оно будет удобно тебе. These are the words of Jesus. Это слова Иисуса. He said, I'll show you how to take a real rest. Он говорит, я хочу дать тебе покой. Doesn't that just sound good? Does that not just sound Звучит good? ли это приятно, друзья? These are the words of Jesus. Это слова Иисуса. And this is Paul. И Павел, He encountered Jesus. он встретился с Иисусом. All of a sudden, he saw the light. И он увидел свет, In the midst of this darkness, находясь в этой тьме. he saw Jesus. Он увидел Иисуса. And it changed everything. И это изменило все. And I believe that Jesus can change everything for you. Я верю, что Иисус может изменить все в твоей жизни. Jesus can be enough for you. Он может быть достатком для тебя. Have you been turning to Jesus? Have you turned to Jesus? Ты пришел ли ты к Иисусу? Maybe you have. Возможно, ты пришел. Maybe you would call yourself a follower of Jesus. Может, ты сегодня назовешь себя последователем Иисуса. But do you continue to turn to Jesus? Но продолжаешь ли ты обращаться к Нему? In the middle of your problems, Среди твоих проблем, in the middle of your darkness, среди твоей тьмы, where do you turn? куда ты обращаешься? Do you just try and ease the pain? Может, ты пытаешься уменьшить свою боль, Turn to your amazing technology that we've developed обращаясь к своим технологиям, которые мы сегодня создали, with these awesome apps со всеми теми прекрасными аппликациями, where you can communicate где мы можем общаться, on Facebook and Twitter and Facebook, Instagram? Twitter. Are you trying to get a bigger house because that will make you happier? Или следующее, что ты пытаешься делать, может приобрести больший дом, думая, что тебя это сделает счастливее. When you're upset and worn out, Тогда, когда ты уже разочарованный и измученный, do you get away to hang out with people? идешь ли ты куда-нибудь, чтобы просто провести время с людьми? Or do you just say, Или ты просто говоришь, I need to get away with Jesus. мне надо провести время с Иисусом. I need to look back on what he's told me. Мне надо посмотреть назад на то, что Он мне сказал. Once again, I need to pick up what he's told me. Мне надо взять то слово, которое Он мне сказал. And right now, I need to search and hear from him. И то, что мне надо сейчас, мне надо искать Его и слышать от Него, To hear what he's telling me. слышать, что Он говорит мне. I'd encourage every single one of us Я хотел бы вдохновить каждого из нас. as we look at a story like the one we've seen with Paul. Когда мы смотрим на такие истории, как история апостола Павла, No matter what you're going through, независимо от того, что ты проходишь,
Even though it surprises you, Возможно, это тебя удивляет, it never surprises God. но это никогда не удивит Бога. And we can find that He truly is enough. Мы можем найти и понять то, что Он есть ответ и достаток на все. He's the answer for our problems. Он ответ на наши проблемы. And if we turn to Him in the midst of our problems, И если мы обратимся к Нему среди наших проблем, you just might find вы, возможно, найдете. you found a problem for your problems. Вы, возможно, найдете, что вы нашли проблему для вашей проблемы. Let's stand and pray. Давайте встанем. God, I thank you right now that you are here and you are with us. Мой Бог, я благодарю Тебя, что Ты здесь и Ты с нами. I thank you that in the midst of everything we're going through in life, Через то, что мы проходим, we can turn to you. мы можем обратиться к Тебе. You're never surprised. И Ты никогда не удивлен. You're never thrown off. Никогда Тебя это не сбивает. We can find hope. Мы можем найти надежду. God, I thank you for your love. Господь, я благодарю Тебя за I любовь, thank you for your kindness. за Твою заботу, I thank you for your mercy. за Твою милость, Thank you for paying the price for our sins. за то, что Ты заплатил цену за наш грех. And here right now, as we're praying, И сейчас, как мы молимся, if maybe you're here and you realize you need to turn to Jesus. возможно, Ты здесь, и, возможно, Ты понимаешь, что тебе надо прийти к Иисусу. You've been trying things on your own. Ты пытаешься делать что-то сам. And today you realize you need to turn to Jesus. Но сегодня ты начинаешь понимать, что тебе нужен Иисус. Stop carrying your problems on your own. Перестань нести проблему сам. I want to pray for you. Я хочу помолиться за тебя. I encourage every one of you. Я хочу просто вдохновить вас. We all need to turn to Jesus. Нам всем необходимо обратиться к I want to Иисусу. pray specifically for you. Я хочу помолиться за вас. But maybe some of you in this room, you've never given your life to Jesus. Возможно, ты находишься здесь и никогда ты не отдал своей жизни Иисусу. There's an invitation to have Him come into your life, И это приглашение, чтобы Он пришел в твою жизнь. walk with you, Чтобы Он прошел путь с тобой. show you how to live life. Чтобы Он показал тебе, как жить жизнь. It's called the greatest gift, И мы это называем величайшим подарком. and it's freely offered to you this evening. И, возможно, для тебя это чувствуется неправильно. Something I believe that could forever change your life. Но это нечто, что может изменить тебя, твою жизнь навсегда. I want to invite any one of you Я хочу пригласить всякого из вас, who have never made that decision кто еще никогда этого решения не принимал. to make that decision this evening. Сделайте это решение сейчас. So while everyone's eyes are closed Пока наши глаза закрыты, and nobody's looking around, мы не смотрим вокруг. if you haven't made that decision, Если ты не сделал этого решения, it would be my privilege to invite you это было привилегией для меня пригласить вас, to make that decision this чтобы вы evening. приняли это решение сейчас. To say, I'm done doing things my own way. Сказать, что достаточно, я не буду делать уже больше своими усилиями. I want to follow Jesus. Но я хочу идти за Иисусом. I want to see Jesus the way Я хочу Paul has seen him, видеть Иисуса, как Павел видел and Его, others have seen him. и как другие видели. So if that's you, with no one looking around, Поэтому мы не смотрим по сторонам. I'd ask, would you just raise your hand, Я просто хотел бы попросить, поднимите свою руку, make eye contact with me? просто посмотрите на меня. Is anyone at all? Есть кто? Just look up, make eye contact, raise your hand. Просто можете посмотреть, поднять руку. Fantastic. Прекрасно. All right, then here's what I also want to do. I want to pray for anyone here who's saying, I need to turn to Jesus. Я хочу помолиться за всякого, кто хочет сказать, мне надо I need вернуться к to Иисусу. take this step to draw closer to Him. Я хочу сделать этот шаг, приблизиться к Нему. I need to hang on to what He says. Мне надо взяться за то, что Он сказал. So with no one looking around, do you need prayer right now? Если тебе нужна молитва I'm сегодня, going to pray out loud for all of you. я буду молиться за тебя. Would you say, I need to follow Jesus more? Ты можешь сказать, что мне надо идти за Иисусом еще больше. Fantastic, fantastic. Okay. Then I'm going to pray for those individuals, Я буду молиться за вас, and then we're going to go into a time of worship. и мы будем поклоняться Богу. And God, I just pray for every single one here Отец, я молюсь за каждого находящегося здесь, who's saying, I want to see you. который говорит: Господь, я хочу видеть Тебя, I want to know you more. я хочу знать Тебя больше.
I've been walking through these problems by my own. Я прохожу этот путь моих проблем сам. But God, I want to walk with you by my side. Но, Господь, я хочу, чтобы Ты был со мною. God, I pray that you would open their eyes to see. Господь, я молюсь, чтобы Ты открыл их глаза, чтобы они увидели. Open their ears to hear. Чтобы открой их уши, чтобы услышали. And God, I pray that from this moment on, И я молюсь, чтобы с этого момента they would begin to follow you more with a greater understanding. они могли следовать за Тобой с большим пониманием. Not just following feelings, Не просто следовали за ощущениями, but following what they know. но следовали за тем, что они знают. So they would know that you will never leave or forsake. Они знают, что Ты никогда не покинешь и не оставишь They would их. never forget that you are faithful to keep your Ты word. никогда не оставишь их, потому что Ты верен своему слову. And when you make a promise, you keep it. Господь, и когда Ты делаешь обещание, Ты исполняешь его. So God, I thank you for that. Господь, я благодарю Тебя за I это. thank you that you've given us your son. Господь, я благодарю, что Ты дал нам Сына Твоего. I thank you that you've given us everything we need in life. Ты дал нам все, в чем мы нуждаемся в этой жизни. It's found through you. That is found through you. То, что мы находим через Тебя. And God, I pray that Господь, я молюсь, as we leave this place this night, когда мы будем уходить с этого места сегодня. that if anyone's walked in carrying burdens, Господи, если кто-то пришел сюда отягченным, God, I pray that they would sense freedom Господь, я молюсь, чтобы Ты освободил их from this moment with you. From this moment with you. с этого момента. Thank you so much. Огромное спасибо. God, we give you all praise Господь, мы славим Тебя and all glory. и воздаем Тебе хвалу In Jesus' name, во имя Иисуса. amen. Аминь. Надежда, Ты мой Бог, Ты дал мне мир среди тревог, и знаю я, Ты всегда верен мне. Пусть скорбит тьма вокруг меня, смотрю на мир без страха я, и знаю я, Ты всегда, всегда со мной. Ночью и днем, мой Господь, лишь на Тебя надеюсь я. Тебя на свете нет перемен, мой Бог в Тебе. Тот же всегда, вчера, сегодня
свет всех.